Вот Мгм. моя рациональная часть теперешним сознанием поставила цель и заказала сеанс у Виктории с Евгением. Расторгнуть все контракты и подконтракты, и все отношения с антимиром, черными духами расторгнуть и отменить. Вот этот, тут у меня абзац выскочил. Моя рациональная часть теперешнего сознания хочет знать, я кому-нибудь что давал, как бы, соглашения и там решения на создание чего-то, ну, каких-нибудь там, мне кажется, что с властью связан есть. Я хочу их отозвать, посмотреть соглашение и отменить. За искажение карму всем, кто исказил это. Все отношения, связи с магией, эзотерикой отменить. Вот это я рано сказал, что согласие и решение давал я кому-нибудь, и отзываю, и отменяю. Почистить генетику, восстановить альфа-генетику, эфирную ДНК, найти и вернуть все частички души, убрать без подселенец или бесплодный, все он во мне находит. Даже разговаривая, на что он притягивается? На крючки, зацепки, что он такой? Он даже разговаривает, понты какие-то, что как и он кем-то ведьмой подселяется. И идет по наследству, по роду. У папы он был, сейчас у меня. Так, все, посмотреть все оттоки энергии, куда идут, кому идут, в личное и родового пространства. Типа обратить внимание на родовое древо. Почистить личное и родовое пространство от чужеродных программ, чипов, имплантов, крючков, магнитиков, зацепок, от, какой там есть самый главный источник негативного воздействия или фактор, также почистить истинное пространство, за которое я несу государство ответственность, почистить от лжи, подмен, искажений, масок, или что там, ее истину привести в норму положенную. За искажение карму тем, кто принимал участие. Моя рациональная часть хочет спросить за свое подсознание. У меня ощущение, что у меня два тела. Почему так? Когда бежишь на автобус, сразу слышно. Моя рациональная часть, теперешнее сознание, хочет восстановить связь с подсознанием и сознанием. Я что подсознание туда лезет по ночам. Лезет, сон влезает. Там, где процессы идут, раз, подменяет сон, сны подменяет. И вот это мне тоже хотелось узнать, что-то она улетает. Что делать инопланетяне в моем личном пространстве родовом со своей аппаратурой? Мне уже говорили несколько раз. У меня в левое ухо что-то, как и щелкает, переключается. И впитывает, если ничего не получается, впитывается лимфоузел в шею с левой стороны. Есть ощущение, что еще есть подписка от аппаратуры печени и почки правой стороны, со стороны спины. Посмотреть, на что они прилипают. Посмотреть все чакры, какое-то ощущение, что как будто плита лежит на всех чакрах. Первая и до последней. Я тут получил 3 удара или 4 в сердечную чакру. Хорошо. Легкие, желудок, печень. Ну, хорошо. За что это? Такие удары. Как я их вынес, я сам не знаю. Моя рациональная часть хочет понять и за это посмотреть, кто это такие удары мне наносит. И карму за это. Мне бы хотелось, чтобы подсознание показало, кто использует с первого воплощения до сегодняшнего дня
мои бывшие, как его, мощи, там, кости, череп. Мне кажется, что-то есть такое, что части моего бывших тела. И там в мощах в чем-то есть. Посмотреть и собрать оттуда энергетику, и частичку эфирной ДНК и частичку души. Мне кажется, что-то есть там такое. И кто использует мои бывшие эти, кости, посмотреть, чтобы запретить использовать их в ритуалах, в магии. Такое ощущение, что-то есть. За все за карму истинного виновника. У меня ощущение, что перед глазами иногда во время дыхания, там, ходьбы, сидит или лежит женщина. Как посмотреть. Там, как перед глазами она, да, видно. И хотел просто посмотреть мой участок, дом. Это в доме, что стучит, то по трубе стучит, то по стенам то стучит. И я тут на участке найти источник на меня негативного воздействия на меня лично. Откуда идет в моем доме. И на участке она находил мертвую кошку, штуку хлеба, что чистить это виновником, карму. Я с детства я вышел несколько моментов. У меня в детстве какое-то ощущение, я как будто хочу дверь открыть. Не могу. Еще хочу какую-то занозу вытащить. Как-то. И такое ощущение с детства идет, что я сижу в тюрьме почему-то, или в зоне. И с детства идет, что я все время хочу спать. Шея. В школе спать, на работе. Как я там буду все спать? Вот эти дополнения, да. Моя мама Валентина, папа Виталий, бабушка Анна, Ольга, дед Яков и Григорий. Мне хочется посмотреть. Он рационально сейчас показал подсознание, где находится моя мама Валентина и папа Виталий. Посмотреть, где они, чем помочь, вот, передать что. Был случай, когда мне открыли видение. Это интересный случай. Я увидел все, что тут происходит. Но голос кто разрешил, тоже закрыли. На солнце смотрю, тоже голос, кто видит солнце. И когда я дышу, тоже кто разрешил тебе тут дышать, выключи. Еще сон снится странно, что я во сне хожу по нужде. В туалет, по большому, по маленькому. Еще даже плевался, что-то странно. Просыпаюсь, все нормально. Еще второй сон странный. У меня планшет кто-то, 2 сна снилось. Планшет кто-то забирал. Что там, зачем, не знаю. Здоровье, пупок болит, кто-то эфирное. Живот разрезал у меня. И колупаются в пупке, что-то ищут. И такое ощущение, что у меня иногда бывает ощущение волос на языке. Голова болит, конечно, и псориаз. Вызывал, это у тебя все это идет, вызывание диагноста, шарики, динозавра. Хочется отменить во всех воплощениях взаимосвязь с духом или и прорвать. И он прервался, и карму за это вмешательство. Это уже эзотерика, я вспомнил, да. Я гадал на ромашке, на цветках, на картах играл. Вызывал, слушал, мне кажется, что-то такое есть. Отказываюсь от меня. И еще применял пиявки. Была такая процедура. Тоже отказываюсь от меня. Вот это же тоже, у меня с детства ощущение, что за мной ходит какая-то женщина, все время контролирует, и все. И все оставить. В эфирном пространстве дать те, кто находится в моем эфирном пространстве. Общее пространство. Кто желает, пожалуйста, пользуйтесь. Как-то так. Виктория, ты в эфирном пространстве. Что ты видишь? Какой-то ветер. Отсоединись от этой ситуации, поднимайся вверх. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Владимира.
Владимир? 1, 2, 3. Какая-то энергия черная, которая все закрыла. Таким шлейфом из сектора магии. Черная. Как будто бы, знаешь, вот так закрыла, чтобы не было видно. А в секторе интерферентов такая женская фигура, какая-то белопрозрачная, которая М. вот нагибается и встает, как будто что-то тыкает в землю. А, это вот как будто бы закрывает Владимира вот эта черная пелена от сектора магии. Мгм. Так, приказывай проявиться. Кто это в секторе магии находится? Приказываем отвечать, кто он такой. Да, я его не нашла, Владимира. Его не видно еще. Это вот как ткань, как будто бы черная. Вот Мгм. сейчас она вот как всю энергосферу окутала. Владимира, я сейчас начинаю, я так и его осознавать или осязать. Энергосфера, она сфера, как шар. Мгм. И он, вот вижу на голове какая-то штуковина. А вот такое оно, как подкова, вот так как-то идет от головы, вот так через правую сторону. И нижние чакры. Такое твердое, как металл. А в секторе магии кто-то как будто бы закручивает такую гайку, знаешь, Мгм. старается, как сантехник закручивает какой-то. Мгм. Это он усилие так делает. И когда закрутил, то оттуда такая жемчужина вышла. И он эту жемчужину вот так берет, положил на тарелочку. А она так покатилась по тарелочке, цокает. Мгм. Так, хорошо. Передай Владимиру, что его рациональная часть заказала сеанс и хочет освободиться от контрактов и интерферентов. Как интересно, ты это сказал? И как будто бы кто-то выглянул, как в окно, сквозь его энергосферу. Так прильнул М. изнутри, чтобы посмотреть. Мгм. И говорит: "Я не уйду". Так, а кто это сказал? Так, какая-то энергия, которая... ам, Так, что это такое? Она считывается почему-то как тетка. Мгм. И Так. вижу, что вот так как будто в зубах пуповину черную держит. Хочет, Мгм. ну, вот так как бы разорвать, но держит. Так, а где находится Владимир? Так, сейчас смотрю и вижу, что у него как-то руки вот так странно в виде креста. И какой-то М. памятник. Он стоит спиной ко мне. Как, ну, есть такой памятник в Сан-Франциско, да, Иисусу, как он стоит там огромный. Мгм. Это вот такое, руки вот так он раскинул в виде креста. И, под ногами такое, как будто постамент, такие, как
Они считываются как гири, но это и постамент одновременно. Как жернова такие, один пирамидкой вот так. Да. Так. А где находится эфирное тело Владимира? Я слышу, он ушел. Куда ушел? Вижу ситуацию. Человек умер. И это как он. Это вот программа вот здесь, на уровне чресел. А со стороны магии какой-то архиепископ. Весь черный, странный. Машет такой штукой. Такие деревянные штучки. Вот как это. Машет. Как щетка какая-то у него. Так. Говорит, помазание. Помазание на смерть. Странно. Ну, видимо, это просто, наверное, помазание царское какое-то. На царствование, на физике. Но нет, на физике такое бывает. Помазание или, с другими Да. словами, посвящение на престол. А это помазание идет на смерть. То есть посвящение. Так. Это он Владимира делает этот ритуал? Сейчас я посмотрю, что это за человек. Я слышу мощи. И вижу, что это выглядит как будто бы какое-то перезахоронение или что-то такое на физике. Потому что там один скелет. Они его берут и переносят куда-то. Так. Куда Его его? просто берут и несут куда-то. Куда они его несли? В эфирном плане это считывается как отдали дань зверю. И просто в сектор интерферента. И там появляются такие энергии спрута. А на физическом плане куда эти мощи дели? Я слышу, разослали по городам. Так, понятно. В этих костях, значит, находится энергия Владимира и его частички души. Так получается. Вижу какой-то митинг. Он вот так здесь находится, ниже плеча правого. Так много-много людей и современность. Флаги разноцветные. Русские, российские флаги. Так. И вижу, как вот лицо Путина, он толкает речь. В Лужниках этот митинг Уж. последний. Нет. И потом какой-то памятник, и вот так стаскивают с него такую, как тряпку. А вот это как... А что, в России есть памятник Мономаху? Ну, должно быть. Он, по-моему, поклонник Мономаха этого. Этот Ну, Путин. короче, Что это за город, Виктория, читай информацию, где находится этот памятник?
Я Что это? слышу, э, я сначала идет так, Лужники, потом я вижу город, Москва, что ли, Мгм. то ли Петербург, то ли Москва. Не, Москва. Сейчас, Москва. Но слышу Киев. И слышу одновременно так, его украли. То есть Что именно украли, Виктория? я слышу имя Мономаха. Мгм. Ну, памятник-то есть в Москве. Так, а что значит имя украли? Сейчас я посмотрю. А я вижу, что и слышу, что ему дали звериное лицо. И как будто бы это магия какая-то, налепливают на него черные энергии. Это как солнце внутри, оно начинает, ну, скрывать под этими черными энергиями. Мгм. А налепили это в каком, Виктория, времени, когда переносили эти мощи или А ты раньше? можешь не подсказывать? Я не подсказываю, спрашиваю. Нет, конкретно не спрашивай просто, потому что это меня запутывает. М. Так. Сейчас. Какой еще раз вопрос? Вот это дали звериное лицо. В какое время это произошло? Это связано с Киево-Печерской лаврой. И в секторе принятия решений я здесь вижу лицо жуткое Петра Первого. Мгм. Считывается вот где Петр, вот тут, оно считывается престол дьявола. И от него такая подключка идет прямо в сектор магии. Мгм. И вижу, что появляется там вот этот какой-то священник. Ам, Так, а, что это за который вот священник? это махал этой Мой. штукой. Ага. А, как щеткой, да? Кадилом. Ну, я Кадилом не знаю, махал. что это. Не, это не кадила, это такая щетка. Которые намокают и Мгм. окропляют. Да, она М. такая, как будто бы эти деревянные такие, стружка такая. И Мгм. он весь черный, даже лица не видно ничего, как пятно такое, как силуэт. А щетку прямо в деталях видно с Мгм. этими спиральками. И щетка ярко такого цвета, как дерево, считывается. Почему-то так идет. Считывается, умертвили заживо. А как это вообще получилось? Он же Володимир Мономах, он же давно умер. Ам, я слышу, призвали его душу каким-то образом. И вижу, что его душа как бы находится в секторе интерферентов частично, а частично он такой белый, ну он не белый, а такой сияющий, светлый, такой спокойный, из сектора миссии смотрит. А другая часть вот лежит там, где где он умер, в секторе интерферентов. И вот этот митинг постоянно идет, и тоже какое-то постоянно идет вот так. Украли, украли, посвящение, украли. И в секторе магии появляется какой-то эмблема такая, как будто бы золотая. Такой блестит весь золото. Мгм.
Вот этот как Кирилл, точно его лицо как будто бы. Но оно так просто как трафарет какой-то. Странный такой, как капля золотая. Просто трафарет, Ага. не как А живой кто, человек. а кто под трафаретом находится? Под трафаретом находится такая зверюга. ам, Зверь огромный, Мгм. такой длинный, какой-то худой, с длинными руками. А, Считывается демон власти. Мгм. Вот демон власти над душами. Дух, дух Ага. какой-то. Он как будто бы этот человек, он как не живой. В нем этот дух преисподней. Мгм. Так, а это человек. Кто он на физике, кто он такой? Приказом отвечать. Я слышу кадила. М. И вижу такой предмет, вижу эту какую-то, М. как церковь, что ли, и такую вот штуку, как это весы, как будто бы одна часть весов подвесных таких. Вот это где-то это повесили. Рассчитывается мощи. Перед каким-то алтарь какой-то. Алтарь. Это церковь какая-то, храм. Перед портретом. М. Так. Что это за храм такой, как он называется? Православный. Православный храм убийства. Это этот храм военных сил или какой-то другой? Сейчас я посмотрю. Да, и мне, когда я посмотрела на этот храм, мне идет мир в опасности. От него идет опасность. Там внутри этого храма войны такой черная энергия, которая клокочет, вот так крутится. Просто как портал открытый, как дыра. И эта энергия с сектора интерферентов просто вот так вышла внутрь. И этот вот зверь там находится. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Где вот эта частичка души Владимира, где он вот это в мощи? Мгм. Да, я вижу, что он вот так, как будто бы в этом памятнике, я слышу, переселили его дух. Дух переселили в этот памятник. Он мне показывает, что у него под ногами. Теперь он уже обернулся ко мне лицом. И Мгм. показывает, что ноги у него вот так, как босые. И вот так стоят на таком маленьком шарике блестя. Ну, он не блестящий, он белый такой, сияющий. А ногами как бы он старается удержаться на этом шарике. Так, и снова идет. Своровали. М. Говорит, Так, своровали Виктор. мой дух. М. Считай, Виктория, эфирная ДНК, Владимир ли это? А именно где? Я его вижу во многих местах. Так, ну вот этот, который сказал, что своровали его дух. Этот наш, который стоит. Да. Сейчас. Мгм. Да, одну секундочку. Да, это он. Ага. Спроси у него разрешение потрудиться с ним, и для него скажи, что рациональная часть хочет освободить его душу и расторгнуть все контракты с антимиром. Он говорит, я разрешаю, и бьет себя вот так, как будто бы по голове. И на голове вот такой, ну прям не по своей голове,
А здесь такое, как шапка такая какая-то, энергия вокруг. И он бьет, и от этой шапки идет такой звон металлический. И он говорит: "Я все вижу и все понимаю". Мгм. И он говорит: "Мне нужен акт творения". Когда он это сказал, то, такой шлейф пошел от головы и от ног. То есть его как будто бы вот его эфирная ДНК как запечатлели в памятнике. Мгм. Вот теперь понятно, почему мусульмане, ну, мусульманам запрещено изображения делать человеческие, фигурки, памятники, Мгм. потому что это черная магия. И Не идет вот молиться, да. Мгм. нет, они Идолам. вообще, по-моему, этого не делают. И вижу, идет вот сектор интерферентов, то, что он сказал. Там какая-то колючая штуковина, Мгм. черная энергия, как колючки, а внутри находится, оно выглядит как, ну, энергия, а считывается, выглядит как будто глаз, а считывается как дух, Мгм. дух возрождения. Дух Да, вроде дух возрождения чего? возрождения, эфира, Ага. какого-то пространства определенного, говорит, эфирного сознания. Так, осознание чего или кого? Сейчас. Вече народа, сознание украинского народа, Руси. Я вижу вече, вижу, потому что на Руси никогда не было империализма и никогда не было империи. Там было вече, то есть равноправие. Весь М. народ всегда принимал участие в делах. И вот я вижу вече, люди высказывают, это давно было, высказывают свои а, права, защищают свои права. Вот так я Мгм. слышу вече. Как этот дух проявлялся в этом вече? А, Вижу, появляется такое, как лицо, такое в таком шаре, такой, как золотистый шар, а считывается дух Творца. Мгм. Э, Так, еще что-то слышу. Так. Дух Творца в земном воплощении. Равенство, Мгм. равноправие, кон дружбы. Мгм. Интересно. Да. Так. Мгм. Как связан, Владимир с событием, когда этот дух, а, попал в к интерферентам? Он говорит, меня разложили по косточкам. Я вижу, как его как будто бы мумифицировали, и он сделался такой, как вот эти птицы, которые спят вверх ногами, летучие мыши. Перевернулся? Вот такое все плоское тело стало, а каждая косточка отделилась от этих. А его дух как будто бы вот так присутствовал. Вот какая-то часть сознания вот на уровне, она вот выше, чем физическое тело, вот здесь находилась на уровне третьего глаза.
рассчитывается как центр осознания происходящих событий. И там произошел, как будто бы это вот ткань так взял, со всех сторон стянул в одну точку и стянул. Такой там образовался как пупок черный в этом центре осознания. И так, как будто бы потеря сознания произошла. И вот эта энергия, как жемчужина. Бац! И моментально с этого шарика она превратилась, ну, как в белый, как жемчужинка, и упала в секторе интерферента. И ее так чих-чих там кто-то взял. И это тоже связано с сектором магии. Вижу, идет человек. Он идет таким шагом в черном одеянии. Ногами так шух-шух. Почему-то на ноги я вижу. Шух-шух. Плащ такой черный. Так, Приказывай ему отвечать, кто он такой. Так я ему говорю, чтобы он остановился. Мгм. Он снимает эту шапку черную. Мгм. Приказываем отвечать, кто он такой, как его имя. Он говорит, что его зовут Тарас. Почему-то я вижу лицо Тараса, как будто бы приклеилось к этой фигуре, а эта фигура черная. Это я слышу из прошлого воплощения, из того воплощения. Писарь. Мгм. Сейчас я Так. спрошу его, что это он делает. Я вижу, что у него в руках, он как будто бы от этой черной одежды отрывает такие, как полумесяцы, такие энергии, но только черные. Ну, только с виду похожие чуть-чуть. Ну, такие как... вот эти как чайка вот эта, только одна половинка. И он это снимает, как будто бы своей одеждой, и прикрепляет к пространству Володимира, который вот там лежит, как в гробу. И когда он это делает, то я вижу, что этот гроб сверху начинает вот так как-то такое движение энергии и превращается в такое, как сияние. Я слышу вызывание духа Мономаха. Мгм. Я вижу, что он вызывал дух Мономаха в каком-то преклонном возрасте. Точно лицо Тараса я вижу. Так. А кем он был в том воплощении, как его имя на тот момент, когда он вызывал духа? Я вот это слышу, писарь. Вот этот как чернец такой какой-то. Мгм. Так. И что он делает по отношению к Владимиру, к его душе? Приказываем отвечать. Он говорит, что он взял его разум. Я вижу, как он снял эту шапку черную, а у него вот точно так же, как в этом гробу, задрожала энергия и потянулась из сектора интерферентов с одной стороны, а с другой стороны, где высшее
и вот там соединилось в одной точке, и у него в голове вот начало так как землетрясение. И раз вот эта частица разума образовалась в его голове, и голова стала такая ну, большая, как будто бы где лоб слишком большой вот там Мгм. голова. И светится энергиями Володимира. Мгм. Так. Видит Владимир, что его частицу забрал этот чернец? Владимир, вот он стоит как будто бы в этом памятнике, то есть вот этот какой-то памятник в нем как основа. И он так вот сейчас такой большой-большой стал, и так смотрит на этого ченца, и вижу, что вот этот имплант на голове, это как раз какая-то редукция слышу. Что такое редукция слова? Ну, редуктор — это механизм передачи механической силы, О, там, например, через шестерни. вот, это я слышу редукция, и это энергия этого чернца. Он чернец. Мгм. Вот, Это то, чернца. что Владимир получил взамен этой Да, энергии разума. Мгм. да, да, да. Так, подписал ли Владимир какой-то контракт или соглашение с этим чернцом? Почему он? То есть на О, что он согласился? Мгм. сейчас я увидела, как ангел из сектора миссии взмахнул огромным крылом с лицом, а у этого ангела лицо Владимира и подключка у него к первой и к второй чакре. То есть первая и вторая чакра, они вот так как-то как сжались. И одна черная подключка в сектор интерферентов. И в секторе интерферентов кто-то тянет его за эту подключку, и там бьются в секторе интерферентов, какая-то драка, и эти демоны орут: "Отдай, отдай мое". То есть они у него эту энергию забирают, Мгм. вытаскивают, стягивают. Так, Тоня. Подожди, подожди, что-то Да. интересное смотрю. А вот там, где этот чернец, вот эта энергия этого а, а, светящегося купола на голове, в голове, и она натягивает на себя корону и превращается в корону. И я вижу, что а, вижу лицо Тараса, а слышу Илья. Вот эта корона царская. И вижу, что это подготовка идет. Я слышу к царствованию зверя, рода зверя. Мгм. То есть энергии вот, а Илья как будто бы сбоку такого красно-креветочного цвета, его дух, и тянется вот руками к этой короне, которая именно на Тарасе, то есть на Николае II. А Николай II получил корону благодаря махинациям в прошлом воплощении и благодаря фальсификации истории и фальсификации истории жизни Володимира Мономаха. Мгм. Вот Так. это поворот.
Благодаря фальсификации. Ну, они же друг другу там передавали эту корону. То этот Меньшиков с Петром, то Николай II, потом Ну, еще понятно. кто-то. Так, а вот это кто там дерет эту интерференты энергию Владимира, кто там дерется, приказывая этим интерферентам проявить, согласно их эфирным ДНК, встать по старшинству. Так, они вытягиваются таким шлейфом. Первые стоят серые, у них такие 3 пальца, серые с какими-то инструментами. И буквально я вижу, что он как ковыряется в голове. А за ним, идет этот зверь черный, этот дух. Мгм. Потом идет, спрут. Они нанизаны как на одну палочку, то есть они выходят с одного портала. Мгм. А считывается вот это все как дух змея, какого-то змея. А внутри этого портала, там далеко, как будто бы змеюка такая свернулась калачиком. Она как будто бы обнимает что-то, вот так с руками эта змея. А руки такие какие-то сияющие. И вот так эту жемчужину, Мгм. оно считывается как дух сопротивления злу, акт творчества, сопротивление, еще чему-то было, насилию. Вот. И это вот этот Владимир показывает на этот шарик, который он вот ногами еле-еле удерживает. А этот же шар — это вот эта та энергия, которую забрали, украли у него, я слышу, переименовали, которые забрали у него вот на протяжении этих поколений эти все, упыри. Они так и Мгм. считываются, как вампиры. Так, а что на что переименовали? Он показывает на этот шарик и говорит, что отдали под ноги, как-то вот так говорит, под ноги. Он говорит: "Священный союз, мой священный союз, э, с иерархией зла". Нет, так, сейчас я еще. То есть и он говорит, что поменяли его священный союз вот так на иерархию зла и показывает на сектор магии и интерференты. Мгм. Говорит, что отдали под ноги, мою божественную силу. И вижу, как этот ангел, который, в секторе миссии, он как привязан к этому событию, к этой энергии. А этот ангел кто? С лицом Владимира, сейчас я посмотрю. Посмотри, Виктория, кто это ангел. Говорит, что это высший аспект от души. Мы говорим это как высшее я. Мгм. Я слышу божественный центр, управление разумом. Там очень многомерное пространство. Мгм. Понятно, Виктория. Так, давай посмотрим вот этот священный союз Владимира, который он поменял, то есть, ну, который, Ему поменяли. да,
Мгм. Что это за священный союз? Он показывает, говорит страны. И вижу, что такой идет шлейф. Мгм. Вот как от Киева, вот так в ту сторону, как в Европу. И от Киева идет такой, а, считывается божественный источник. Такая энергия вверх в сектор первотворца. Вот именно через этого ангела, через его божественную душу. И он считывается как один из пророков. Хм. Так, о каком пророка идет речь? Кто этот пророк, как он считывается? Он вестник, считывается как вестник. Так, а какова суть вот этого священного союза? Управление. Я Так, слышу управление. а управление чем? Не знаю, куда пойти. То ли Мгм. вниз, то ли вверх, то туда. Чем? Вверх, Виктория. Я слышу Посмотрим. народами, управление народами, Мгм. силой и властью Творца. Мгм. И Так. появляется снова вот этот символ, что я видела, как, Мгм. а, как ну, какая-то Фемида держит весы, а это только одна эта чаша. Ага. Так, Виктория. Теперь вот этот союз иерархии зла. Это на то, что поменяли этот союз. А что Да, такое за... вот это вижу, этот у него эта штуковина, этот имплант, который как подкова идет на голове, потом вот так как-то огибает его энергосферу и прямо во вторую и в первую чакру и забирает всю энергию. Мгм. Входит. Какова суть этого союза иерархии зла? Оно считывается упырь. Мгм. Ну, Так, Виктория. вампир, упырь. Мгм. Где это событие на физическом плане, когда они поменяли местами союз священный на союз зла? Что это было за событие? Я слышу договор и вижу лицо этого Петра. И ему дает какой-то документ из сектора магии. Какой-то человек, Мгм. как этот в черном такой. Это Какой чернец, нет, это дорогой? Мгм. Кто это этот в секторе магии? Это человек, как-то я который... слышу Киево-Могилянская академия права. Ага. Мгм. И там какой-то этот настоятель, то ли главарь этого какой-то. Я вижу у него такие большие карманы, и он сунет туда золото. Ему Мгм. дает этот Петр, а он так рассовывает. Ему взятки дали. Вот. Так, Этому.
Приказывай этому настоятелю назваться, кто он такой, то есть его имя в том воплощении. Приказывай ему это написать. Я слышу Феофаний. Угу. Приказывай ему отвечать, что за документ он дает Петру. Он говорит, что он разрешает убить себя. Он так говорит. Но он весь черный. Этот Феофаний. Что на физике? Что это за документ? Как он считывается? Вижу, что он дает какую-то светящуюся энергию, которая вот так этому, я слышу, король, этому Петру вот так на лоб, как какая-то вот как ладонь, как корона, в виде короны вот так раз. Еще раз вопрос задай, куда-то я улетела. Вот этот документ на физике, что он из себя представляет? Я слышу имя. Относится И не просто имя, это энергия. Энергия сопротивления злу, вот это энергия творчества и энергия управления разумом. Вот этот божественный дух. Это жемчужина. Я слышу, что дает, вот этот Феофаний дает право управлять этому в лице Петра, этот упырь. А я слышу душами святых. Вот богов, творцов. Так, хорошо, Виктория. Такой вопрос. Когда Владимир потерял эту жемчужину, где его разрешение? Так, я вижу, что он потерял тогда, когда над ним проводили какой-то ритуал церковный с его мощами. Угу. Вот. Вот вижу над ним, это как такая пелена черная, которая вот собралась, и вот эта пупырышка такая, оно как будто бы резиночкой вот так зажали эту ткань, а внутри оказалась вот так зажата это его божественная энергия. И это та энергия, которую я увидела впервые, которая была внутри какой-то колючки черной. Угу. Это поглощение света. Ну, все время. Только посмотрю туда вниз, слышу упырями, Угу. вот этими духами, которые вот с нижних порталов Угу. прорываются. Хорошо, Виктория, давай спросим у Владимира, почему он отдал или позволил забрать эту жемчужину. Ну, так надо посмотреть, что происходило на эфирном плане с его душой. Давай посмотрим, Виктория, что происходило на эфирном плане с его душой, когда он потерял эту энергию жемчужину. Он говорит так: я ушел. И он показывает, как он ушел вот к сектору Первого Творца. Говорит, но меня позвали. Так, а Угу. что это значит? Почему Владимир, когда ушел, он не забрал с собой эту частицу? Он говорит, что он остался с народом. И я вижу вот этот народ, который я видела в Вече, он как будто бы остался вот здесь, где я вот показывала тебе. В каждом этом человеке его частица души осталась.
Мгм. И когда я Так. смотрю на эту энергию, вот так прямо и слышу сопротивление. Думаю, чему? Слышу злу. То есть это энергия сопротивления зла. И вот это, они как бы смотрели на него, как на солнце. Смотрят в надежде вот лучей, тепла. Вот точно так же они думали постоянно о нем, когда он ушел, как о солнце, которое вернет им свободу. Мгм. И вот таким образом он каким-то образом вот так остался, так и говорит, с народом. И вижу, что от него вот так, где сердечная чакра, вот к этому ангелу, который в секторе миссии, от народа, который стоит и смотрит на него, вот отсюда у них такие, как такие шарики. Вот так они связаны ниточками с ним. Мгм. Я смотрю и слышу: освободиться от упыря. То есть он оставил эти частицы, чтобы освободиться от упыря? Нет, он не оставил. Просто когда люди вспоминали о нем, то они как будто настраивались на него и как будто бы сонастраивались. И я вижу, что оно... Ну, поэтому вызывать людей и с душами умерших говорить нельзя, потому что их тревожить нельзя. Мгм. Вот. И потому что даже мы сознательно, когда настраиваемся на кого-то, то мы же все телепаты, мы это знаем или не знаем, но телепатически мы как бы соединяемся с этими энергиями. Куда обращаем внимание, на то Мгм. настраиваемся и тем наполняемся. Сразу как открывается вот эта связь. Мгм. А тут получилось так, что вот этот памятник, это сплошная какая-то черная энергия, ложь, и спиной он стоит. То есть, а его истинная энергия в этом памятнике тоже зафиксирована. Вот это, когда он стоит ногами. То есть Мгм. весь этот памятник, весь этот пафос, это вообще никакого отношения не имеет к тому событию. Вот этот памятник я вижу, этот митинг с этими флагами. Мгм. И я слышу, что это на самом деле провозглашение упыря. Теперь понятно стало. То есть это им нужно было эту энергию истинного царя, истинного божественного царя, истинной державы, которая управлялась божественными иконами, для того, чтобы на основе этой, вот так и слышу, держава, потому что Украина, она и означает держава, то есть край, Украина это край, государство, страна, держава, управляемая. ам, Русь это вообще-то и был Евросоюз, и с центром в Киеве. И Евросоюз, страны, которые управлялись божественными иконами. У них всех было а, вече, то есть каждый имел равные права. Рабства не было в этих странах. Мгм. М, А эта Русь, она территориально, когда была целая, какие занимала территории? Я вижу, как она меняется. Разные территории в разные времена. Да, когда она была целостной, в самом начале Русь. Она целостной была, я вижу, как территория вот так меняется, потому что кто-то кого-то завоевывал всегда. Это такого, ну, Мгм. м, то есть в одно время это называлось Русь, перед этим она называлась
ну, теперь она называется Украина. А в Русь входили литовские государства все, Польша, и пол Европы, и пол Турции, или вся Турция, не знаю. Это все была Русь. И там, где вот прямо до Дона, это все была Русь в одно время. Потом это вот так менялось туда-сюда, туда-сюда. Понял. А Московия тоже входила в одно время в Русь, когда были захвачены территории Московии, но там еще не было государства. А Так, сейчас вот понятно. эти Мгм. упыри, которые захватили власть в Москве, вот они пытаются, эти упыри, я так и слышу, узаконить свою власть. И для этого им нужна вот эта энергия законного правителя, творца, Мгм. истинного творца. И поэтому вот я вижу этот памятник, который в виде распятого Христа стоит на этой малюсенькой энергии, то есть еле удерживается, потому что это все фикция и держится на А, лжи. ш- а что там замуровано в этом памятнике? Энергия. На физике там что-то есть, что хранит эту энергию Я Владимира? слышу ритуал посвящения. Это же психические энергии. И эти колдуны, они работают с энергиями. Я вижу, как они Мгм. работают. Нет. Но Так, идет хорошо. спецслужбы. Вот в Мгм. секторе магии оно идет вот так. Спецслужбы. И сразу же проявились вот эти серые инструменты от этих серых. Мгм. Вот эти технологии. Пси-технологии. Так я слышу, пси-технологии. То есть Мгм. работа с психическими энергиями. Мгм. Спецслужбы, понятно. Так. Хорошо, Виктория, давай вернемся к тому моменту, когда Владимир решил остаться с народом. С каким народом? Что это за Когда момент? вот его, значит, позвали, а он... Ты все напутал. Кто позвал? Его позвали, когда вызывали его дух, когда общались с ним. Вот этот чернец общался для того, чтобы добыть какую-то информацию. И вероятнее всего, что именно вот тогда, вот я слышу, было перезахоронение, и тогда было, я слышу, изъято чрево. Изъято чрево. То есть был а, проведен ритуал останки. монашеский какой-то, да. То есть с ним делали манипуляции магические. Мгм. Да, в этот момент, когда изъяли, вот этот ритуал проводился в Да. эфирном платне, что происходило с эфирным телом Владимира? Вот я вижу, он вдруг проявился как сидящим на троне. Какая-то энергия, как будто... Сейчас я Мгм. посмотрю. Знаешь, как будто это ледяной силуэт. И я вижу, что там это в эфирном плане, как будто бы появляется зодчий, который а, делает этот памятник. Мгм. Да, то есть идет вот, я слышу, наложение, редукция, а, наложение временных рамок. То есть вот эти действия, они как бы матрешка одна в одном, вот так. Ну да, Знаешь, замешано и ритуал, и фальсификация, и этот документ этого м, Феофана. да.
Так, что именно меня интересует, почему именно душа Владимира позволила эту энергию с его мощей использовать? Где контракт? Почему Владимир позволил это? Он говорит слово «отступление», и вижу, как он стоит как на краю как будто бы пропасти, и спиной падает вниз туда. И я вижу, что его тянут. Слышу, не свергли. Его не свергли. Что это было за на физическом плане событие, когда его не свергли? Что происходило? Я слышу смерть Феофана. Так, а что произошло тогда, когда смерть Феофана произошла? Давай посмотрим, Виктория. Вообще на физическом, давай посмотрим, как Феофан этот умер, что произошло. Нет, не надо на него Не смотреть. надо? Давай Давай. посмотрим, что означает смерть Феофана в этом контексте. А по отношению к Владимиру? Да. Давай посмотрим, что это обозначает по отношению к Владимиру. И Я не вижу свергли. какой-то священник, глаза вот так закатывает вверх, ну, притворство такое, и машет вот этой штуковиной, вот так машет. И потом берет и вот так резко покрывало срывает. Я слышу с лица Владимира. Вот эту ткань. И передает ее. Считывается мафия. Русская мафия. Так, а где в этот момент была душа Владимира? Когда снимали с лица эту ткань? Я слышу в памяти народа. В этом эфирном пространстве, в общем сознании народа. Так, а что обозначает эта ткань, которую сняли? Покрывало это. Он сорвал. Это энергия Владимира, эта ткань? Что, как Нет, это считывается это черная ткань. Чёрт. Она закрыть истинное лицо. И я вижу, что в этот момент я слышу передать жезл власти, фактически ему, жезл власти, магии. И у него, он так вот, только голова светится, идет разрыв. То есть голова, и вот это под ногами, эта энергия, все остальное начинает монтироваться. Вот как там выбивали из его светящегося, как долотом, как зодчий камни отбивал, а здесь наоборот, вот эти черные энергии выстраиваются, и я слышу дать власть сатане. И у него в руках получается такой жезл черный, и вся одежда такая, как у вампира, черная. Это искажение памяти. Ну и правильно, Путин же, ну все логично. Смотри, и вот этот жезл в руке он держит, и такая черная, как палка, на которой такой шарик колючий, вот этот, который я видела в секторе интерферентов, а внутри его божественный дух. Ну, конечно, Путин убийца,
и террорист, и он себя рассказывает наследником великого Володимира Мономаха, царя Руси, который Мгм. никогда не вел таких, ну, такой политики, а руководил божественными иконами. Так, хорошо, Виктория, давай так Я поставим. слышу это как осквернение Мгм. памяти. Хорошо. Я приказываю всем, кто искажал эту память о Владимире, приказываю им проявиться, встать по старшинству. М, Вижу снова вот это его физическое тело, оно как будто бы вот так раздавлено, и Мгм. кости там это все, и он встает, и его какой-то дух смотрит на это, и я кричу очень громко, приказываю всем интерферентам выстроиться, и их очень много. Мгм. Приказываю всем им выстроиться по старшинству. Так. Они выстраиваются, как будто а, вот эти эшелоны или шеренги военных Мгм. начинают перестраиваться вот так. Я приказываю им всем вот уже выстроиться наконец-то. Мгм. И в секторе возле правой ноги появился, ну, так и слышу, упырь. А это змея вот эта с мордой. И в этих лапках таких держит дух Владимира. Это я Мгм. слышу система управления человеческим духом. Мгм. И Так, также я слышу вот это живот. То есть надо вот этот еще аспект посмотреть, что это означает. То есть я вижу его распластанным, как будто бы высушенный, тело высушенное, и такое пространство черное все. И мгм. слышу живот. Так, хорошо, Виктория. Давай тогда это с этими искажениями я приказываю этим интерферентам, магам, и Владимир пусть приказывает этим всем магам убрать эти искажения памяти о Владимире, о истине священного нашего управления. Пусть забирает все искажения, все их воздействия, ритуалы, магию, пусть применяет на ним же, и даем им карму за насилие. Я вижу, как этот памятник, который фактически вот стоял к народу спиной, потому Мгм. что он начинает вот это раскручиваться, эта черная пелена с него спадает. Владимир выходит вверх, поднимается вверх, и потом вот так как его высшее я опускается руками, хватает этот шар божественной воли, этот дух сопротивления упырю. Мгм. И в этот момент эта черная энергия из головы и уходит, и я передаю, чтобы Владимир приказывал всем интерферентам убирать их воздействие. И там вот это снова я слышу вызывание духа. То есть этот чернец, он вызывал духа. Он его дух вызывал. Мгм. Так, пусть Владимир зайдет в тот момент, когда вызывали этот чернец его духа и изменит эту ситуацию так, как считает нужным. Не поддаваться этим вызовам. Я вижу, как он вот это пространство черное, оно такое, как металлическое. Мгм. Закрыл вот так рукой и что-то сказал. Пока я говорила, уже забыла. Сейчас я вернусь. Вернусь, Виктория. Послушай, что он сказал.
Он говорит, я не пойду. И я вижу, что в этот момент он снимает как будто черные штаны из себя, такие импланты с этой Мгм. подключкой к нижним чакрам. И все засияло, и как-то ударило этого чернца, который вызывал его дух. Его голова вот так заколебалась, и он вышел из этого чернца. Он забрал его, ну, свой дух, свое сознание с него, и так как-то загудело все и успокоилось. И я передаю сейчас: смотри, вот эта сущность, что он говорил. И он снимает вот эти такие, как лепесточки, какие-то энергии черные, которые налепил этот. То есть вызывание духов умерших, ушедших способствует м, накоплению негативной энергии на душе. То есть вызывать, разговаривать с умершими нельзя. Можно просто считать информацию, но вызывать их нельзя. И он снимает, я передаю Владимиру, чтобы он вот приказывал этому м, чернцу убирать все воздействия, всю эту черную энергию. И в этот момент я вижу, как я слышу так, Феофаний. И Мгм. вот это как рука, как будто бы рука вот так стоит. Она раз ушла, и этот Феофаний, он вот так дернулось это все. Но это трудно описать словами, что я вижу. Он уходит, его черный дух, этот в сектор интерферентов, а это его Мгм. золото, которое он в карманах держал. Оно рассыпалось на пыль. И я вижу, как этот памятник в Москве, он остался без духа. Отлично. То Так, есть, хорошо. Мгм. да, Так, Виктория, вот что там был за живот, вот этот энергия да, какая-то. Давай посмотрим, что это такое. я вижу, что это момент мумификации. Его каким-то как кисточкой такой изнутри мажут. А Мгм. его сознание просто в ужасе, что они делают. А, Так, с его телом? да, Мгм. с его телом, да. Это черные колдуны. И там почему-то проявился сразу же Ильяс, и вот эти креветочные энергии, который хватается за ту энергию, которая вот внутри живота. О, Мгм. вот где третья чакра. Дух народа считывается. Как это так, Мгм. дух народа в пупке? Что это означает? Дух рода. Вот оно что. Род. Божественный код духа рода. Да, это вот божественный, вот эта сияющая энергия, код рода. И чтобы возрождаться и родиться снова и снова и перевоплощаться, то этим упырям как раз и нужны человеческие тела, и нужен вот этот код рода, Мгм. чтобы захватывать тела. Хорошо. Кто там проводит мумификацию, приказывая им проявить согласно их физических ДНК? Я вижу вот этот, он считывается чинец или чернец, какой-то человек, который закатывает глаза вот так вверх. Закатывает глаза, но такое притворство так. Вот, и машет этой штуковиной.
деревянный этот штука, он как бы освещает, делает магический ритуал. А в эфирном плане это выглядит как какие-то сущности, колдуны с такими шапками, как вот эти куклус-кланы, собрались в круг такой. Мгм. Ну, снова я вижу, это конкретно вызывание духа Володимира в Мономах. Они сидят в кругу, держатся как-то то ли за пальцы, то ли за руки. Вот внутри у них вот эта тарелочка, я вижу. Мгм. На тарелочке появляется дух, черный дух. Ага. Вот. Так. Что? Который, вот Мгм. так держит в руках, вот эти руки я видела змеиные, которые держат в руках вот его божественную душу. Ниточка к этой идет из сектора магии в сектор интерферентов, потом через этот ритуал мумификации, потом идет, тянется от первоисточника, где вот этот ангел, которого дернули и вот так раскрутили, и он упал. Мгм. Так, значит, на этот вызов Владимир пришел, получается. Так, он на этот вызов пришел. И сюда подключился во времени, там же все как бы висит в пространстве здесь и сейчас, и к ним присоединился уже в этом воплощении Илья с Моной. И они то же самое. Ну и когда Владимир начал тоже вызывание этих духов, то таким образом в этот момент он и дал разрешение Илье с Моной, Ам, я слышу воплотиться, воплотить, то есть соединиться с его Мгм. божественной душой, которая уже находилась вот там, и иметь доступ к теперешним аспектам души. Да, Мгм. там нет прошлого или будущего, там все в одном времени, все. И вот таким образом это было много столетий назад, а это происходит сейчас. И к тем ситуациям, которые как в коробочках висят, эти негативные ситуации, то имеют доступ эти колдуны. Мгм. Виктория, давай посмотрим на физике. Вот это когда в этом воплощении Владимир вызывал этих духов, этих помощников, именно где эта зацепка в этом воплощении, что он делал в этот момент? Я вижу, что он смотрит, вот так как выглядывается, его прям тянет туда. В такой, я слышу, как круговорот. Вот этот символ цельнозора, а он такой жуткий, он выглядит как под микроскопом рот какого-то паразита, такой круглый с зубами, такого противного красного цвета. Считывается упырь. Мгм. Вот. И Так. он всматривается туда, и он видит его божественный дух, что находится, он как бы смотрит. Это как незакрытый гештальт, да. Обязательно преступник, скажем так, образно говоря, возвращается на место преступления, да. Это так и, вот где его душа потеряна, вот и она его тянет и зовет. Мгм. И он смотрит и видит, чувствует на подсознательном уровне свою душу. Мгм. И он говорит, что он решает пойти за ней. И показывает мне тело, его тело как будто бы поломанные, черные эти энергии.
И он в таких черных штанах, как будто бы такая бочка с таких досточек, а это типа штаны такие, не по размеру, да, он там внутри, на него просто накинули эти типа Мгм. штаны, сделали с него какого-то мифического урода, я слышу. Потому что это к его божественной душе, то, что о нем плетут, не имеет никакого отношения. Мгм. И он так посмотрел, и вот это я вижу, это энергия, которая держит в зубах этот черный узелок. Так, а кто это такой? Кто А это это вот держит? это вызванная душа. Это часть души, которую вызвали и Мгм. оставили в этом пространстве. И как бы заморозили. И вот Мгм. она держит вот этот узел кармический, я слышу, с предателями рода человеческого. То есть с теми людьми, которые играют на руку этих темных поработителей. Так, хорошо. Виктория, давай вернемся в тот момент, когда этот Ку-клукс-клан с этим, кто там, кадилом вызывает душу Владимира. Пусть Владимир и зайдет в тот момент, когда его вызывали, и откажется приходить на зов этих магов-интерферентов. Да, я передаю Владимиру, чтобы он приказал им всем убрать их Магия, магии, воздействие. воздействие. И я вижу, как он буквально от руки, вот так рука его как будто бы становится, выходит такой свет, а она становится как будто бы раскаленное железо. Это Мгм. его рука, и я вижу, как эта рука превращается. Вот это как лапы, вот эти руки, которые тянулись к этой короне. И это вот типа это его рука, да? Мгм. Из сектора интерферентов это как железо раскаленное, которое ломается, падает, и эта рука оборачивается и хватает этих колдунов, как змея огромная, огромный змей. Мгм. Владимир говорит: "Не пойду". Какой-то контракт. Мгм. Я Что это? слышу контракт. Вот тогда он подписал контракт на растление духа. Так, М. интересно. Когда этот, Виктория, контракт на растление духа был подписан, в этот момент или в другое время? Сейчас я посмотрю. Я вижу, что тут снова проявляется этот писарь. Я так подозреваю, что никакого вот такого крещения на Руси не было. Это связано, вот мне идет, что это были навязанные какие-то истории, искажения, и заставили людей верить в то, чего не было. И таким образом его как священная память, потому что память остается в физическом теле, потому что физическое тело– это проявление нашего подсознания, оно проявляет то, что происходит внутри пространства человека и в общем пространстве сознания, общего сознания человечества и коллективного разума. Мгм. Вот. Так, Я хорошо. вижу, он изнутри, как Мгм. сам зодчий, отбивает вот эти все наложенные эту ложь. Мгм. И вдруг я вижу там, где вот это было вызывание духов, он там изнутри встает, там, где этот внутри портал был черный, он встает, выходит
И одновременно я вижу, как он выходит из той части, где его мумифицировали. Я говорю, чтобы он отказался раздавать свое тело, чтобы он собрал все частицы его божественного духа, его божественной души и его тела воединое целое и приказал всем интерферентам, магам, колдунам, эзотерикам, Илье с Моной и всем остальным, кто это делал во всех временах, воплощениях, убирать воздействие от него, и пусть он возвращает себе целостность, гармонию, процветание. Появляется серый с каким-то квадратиком. У него такая подключка в голове и такой какой-то квадратик. Так, что-то, какие-то там сигналы идут. Это я вижу, Мгм. вот, какой-то, как будто бы кто-то на колено стал перед этим памятником. И что-то там, там, где в ногах эта энергия, как жемчужина, и ковыряется там. Кто это на колени встал, приказываю ему проявиться согласно физической ДНК и отвечать, кто он такой. Он сначала на вид выглядел как какое-то светлое существо, но светлое — это энергия, как НЛП-программирование, вот это гипноз. А когда ты это спросил, он не смог больше держать эту фазу, Иллюзия. Мгм. иллюзию и превратился в этого зверя и чкурнул вниз. Эм, Он украл энергию Владимира и ее поглаживает вот так, как будто котика. Мгм. Считай, Виктория, кто это на физике был? Кто люди знают, как Путин? Чью маску он там? Сейчас я посмотрю. Мгм. Кто это стоял перед памятником на физике? Так. Ну, стоял этот дух, потому что а, Мгм. когда я говорю Путина, люди не понимают, что этот человек, который играет роль Путина, то, что мы каждый раз должны это уточнять. Ну, я Да. слышу, Путина нет. То есть это кукла, которая играет, то есть эту роль, а на самом деле это дух. В этом человеке вот ничего человеческого нет, это дух. Мгм. А ну так и слышу, дух преисподней. То есть вот этих нижних измерений. Мгм. А этого человеческой оболочки, душа, которая была при рождении, давно уже ее нету там. Нет, меня интересует, что он украл и Да. что эта душа там мурлычет. Согласен, Виктория. Давай посмотрим, что это он украл. Приказываю ему показать. А Владимир говорит, что это его сфера влияния. И То, он что он... показывает разницу, да, что когда-то его сфера влияния, и он снова показывает этот огромный союз держав. Мгм. Это свободные державы, которые управлялись Божественным Духом. Он говорит союз. А сейчас он показывает, что его влияние вот такое маленькое, что он даже не может с самим собой совладать. И они украли эту энергию, чтобы Мгм. распространять, я слышу, вампиризм. Вот. Так, и вот это связано с тем контрактом Виктории на растление, когда он отдал эту державу. Я вижу, что он вот так говорит, что он соглашается, но как-то говорит в этом в настоящем. Мгм. Соглашается по творству.
и вижу, как такая толпа людей стоит, у всех такие, как будто вот от глаз идут такие руки, как у этого Петра было, вот так у всех этих людей, как будто бы вот так чья-то лапа закрыла глаза и третий глаз, а пальцы вот идут именно к этому памятнику. И считывается растление. Мгм. Что происходило с душой Владимира, когда этот контракт на растление был подписан? Он говорит, меня уничтожили, распорошили, разогнали. Так, Приказывай к тем, кто уничтожил и распорошил, им я приказываю проявиться и встать по старшинству. странно. Появляется какая-то черная фигура с какими-то пирамидками черными, то есть конусы, не пирамидки, а конусы колдовские такие. И он вот так берет и как на четвереньках, вот как этот стоял перед памятником, так этот вот вылазит из сектора магии на четвереньках и вот так, как рукой длинной, ставит по этой державе, по этой карте. Ну, так где-то как да, слышу на Руси, хочу сказать, в Европе, слышу на Руси. Вот Мгм. так, такие колпаки ставит черные. Так, а кто Мгм. это? Приказывай ему отвечать, кто он такой, как мы его знаем. О, Мона с Ильей объявились. А чё они Мгм. тут? Ну да, ты же сказала, тогда еще конусы ставят. А, вот, и я вижу, что они в том пространстве изнутри смотрят на Владимира сквозь эту пасть этого паразита. Они как внутри этого эгрегора, который раздувается и выглядит как пиявка, знаешь, как рот паразита какого-то кровопийцы. Вот, а они там внутри находятся, и у них там светло. А чё это у них там так светло? Да, посмотрим. Отчего у них там светло? А я вот смотрю на этот цвет, а там везде лицо Владимира. А Илья так сидит, у него такая длинная борода, он так сидит, этот дух Черномора, да, Чернозора, Мгм. сидит как на каталке, отдыхает. Загорает, да? Да, в лучах солнца купается. Мгм. Я спрашиваю Владимира, видит ли он, что он обогревает и освещает вампирский дом. Хочет ли он дальше это? И я вижу, он не хочет. И вот этот огромный ангел, который был вот как привязан под ключками к этому антимиру, я вижу, он стал такой могущий, огромный, и он вытаскивает из пасти этой штуки с зубами из сектора магии, тащит свою жемчужину, а она огромных размеров. И когда он ее вытащил, она так с такая тяжелая, так бум, упала возле его правой ноги, как-то вот так. Вот. И фактически она по размеру его всего стала. Мгм. И Так. он говорит: "Моя карма тяжела". А я спрашиваю: "Почему?" Он говорит: "Я убил множество народов". Но это не он говорит, а говорит какая-то энергия, которая вот делает его эту жемчужину тяжелой. Т Вот они кто. Их тут много. Вижу, как кони скачут, воины.
Этот вот появляется. те, кто использовал его энергию. Да, вот этот Сталин или я, то есть они его вот своей ложью, вот фальсификацией, всю их карму перебрасывают на него. Мгм. И вдруг он говорит, я не болгарин, и берет такой огромный меч и рубит. И когда он вот так как-то по правой стороне разрубил, то вот где левая сторона, где программы, навязанные программы, вот с левой стороны, разрубилась эта жемчужина, с которой выскочил этот дух. Я передаю Владимиру, чтобы он очистил все его чакры, всю его энергию и восстановил его эфирное ДНК, расторг все контракты и соглашения с антимиром и отказывался принимать. И он буквально как будто бы выжимает из себя, вот так, знаешь, как выкручивают Мгм. простыню или выжимает эту из себя черную энергию, чтобы он приказывал всем духам, подключкам, имплантам, интерферентам, паразитам, вампирам, упырям убирать их воздействие, чтобы он восстановил истину и вернул себе славу, гармонию, силу сопротивления злу, его дух, божественную мудрость, силу, волю, и возобновил коны, э, снова идет дружбы. Мгм. Вот. Кон дружбы с первотворцом, с конами жизни. Нормально. Вот, которая проявляется вот в дружбе между людьми, в дружбе между народами, в верности и в процветании. А он говорит, я никогда не был мономахом. Мгм. И сбрасывает из себя вот это как памятник, где он типа креститель. И я вижу, как посыпались такие памятники. И слышу Печерская лавра. Это тоже местечко еще то. Мгм. Это такой же, Да, как и этот, гадюшник. Мгм. мавзолей, Мгм. трупарник. Ага. Фу, какая гадость. И я вижу, как он встает с этих, там, наверное, мощи его есть. И он встает с этих, распластанный такой черный этот самый. И ногой это как вот так оттолкнул, оно все ушло. Вижу, как эта подключка к нижним чакрам уходит. И он повернулся, уходит в сектор Первотворца, и эта энергия с его спины тоже считывается, как вот такой огромный крест, уходит. И он говорит, это не мое. И повернулся и вот так сделал. И все начинает вот так, буквально эти энергии так тихо, спокойно как-то расплавляются сами по себе. И Мгм. он говорит, я уничтожаю демиурга в себе. Я передаю, чтобы он всю карму демиурга, всю карму этих колдунов, упырей, этих насильников, переписчиков, фальсификаторов отдавал, приказывал им убирать их же руками. Вот он встает с того, встает, когда он был вот умер, делали потом этот ритуал перед захоронением или что-то такое. Он встает и уходит. Вот его душа вернулась. Он возвращается, а из себя вот достает какую-то фигуру. Она Мгм. считывается как мономах. Это как живая сущность черного цвета. Считывается как выдуманный сюжет.
То есть фальсификация. То есть он отказывается принимать эту фальсификацию. Этим фальсификаторам приказывает забирать их ложь, обман, насилие. Да, я ему передаю, чтобы он отказывался принимать все это зло, расторгал все контракты и восстановил целостность, гармонию и процветание его собственной души. И я вижу, как он распрямляется. Он как будто бы шарик стутый был. А теперь вот так изнутри раздвигаются его границы. И, ух ты! И он сияет, он точно как солнце сияет. Ты, я тебе не могу передать, что случилось. Он весь сияет, и такая любовь и гармония вокруг, и тепло. И он берет меня за руку. Он берет меня за руку, а моя рука такая золотая какая-то. Он меня берет, ведет и говорит: я тебе покажу новый мир. И идет так вот туда, где сектор Первотворца. И вот так раз, и такая, как шторка прозрачная, белая. А что же это такое? А это вот это пространство, где мы находимся. А он говорит, вот это показывает там лучший мир. А там оттуда идет дружба. Мгм. Вот это, знаешь, дружить с собой, дружить с подсознанием, дружить с людьми, дружить с Творцом, дружить со Вселенной. В ладу. Да, я его Мгм. поблагодарила. И вот так перед ним сделала. Мгм. Поклонилась. Вот так, знаешь, как колено преклонила перед ним. И он пошел в сектор Первого Творца. Хорошо. Да, хорошо, Виктория. Давай тогда отсоединяйся пока от всех тех ситуаций, которые Мгм. мы подключались. Да. Так, давай посмотрим. Значит, Владимир сказал, что гадал на ромашках, цветках, игральной карты. Пусть он откажется от этих событий, от этих решений гадать. Этого ничего нет. Вот так я Мгм. вижу. Он все Мгм. это уже отказался. Чего нет? Так, вызывал суженую. Отказался он от этого? Говорит, я был дурак. Ну, пусть откажется от этого, если еще не отказался. То есть рационально Да, отказывается. да, да. Мгм. Так, хорошо. Владимир это использовал пиявки для лечения, видимо. Пусть он зайдет в тот момент и откажется от использования этих пиявок. Да, сбрасывает. Мгм. Хорошо. Так, у Владимира было ощущение, что за ним ходит женщина. Что это за ощущение было? Ну, я вижу, Что... что то, что я видела, у нее там, где колени, от колен, были такие черные энергии. Мгм. Никакой конкретной женщины. Ну, я тоже так, знаешь, в начале сеанса подумала, что я ничего не вижу. Но мы можем сделать для него еще один сеанс, посмотреть конкретно по этому случаю, если что. Но я не вижу в нем никакой женщины, я просто вижу, что в его пространстве было очень много всего чужеродного, потому Мгм. что любая информация, ложная информация, это тоже информация, это энергия. Информация – это и есть энергия. И когда человек читает ложь, он это принимает,
то таким образом он, а тем более он как известная личность, то он как бы принимает на себя вот эту всю ложь, Мгм. приравнивает к себе, примеряет как одежду. Вот эти штаны я вот увидела, вот эти как бочка какая-то, да, деревянная, то есть то, что не клеится никак. Так, хорошо, Виктория. Пока от этой ситуации отсоединись. Так, все в портал на Мгм. утилизацию. Так, хорошо. Владимир пишет, что был случай, когда ему открыли видение, и он услышал какой-то голос, кто разрешил. Что это была за ситуация и чей это был голос? Но я вижу, что он как будто вот эта трубочка к уху, и он вот так в сектор магии, а они над ним шутили, как будто бы эти духи. Мгм. Вот это, знаешь, это притворство, вот это, строить из себя чего-то другого. Пусть приказывает Владимир этим духом, кто на той стороне, кто издевался над ними, пусть приказывает забирать их воздействие, применять к ним же и закрывает Ясновидение портал. открыть невозможно, такого не бывает, это ложь. Ясновидение– это яснопонимание, которое можно развить только при соблюдении некоторых, ну, правил, которые мы изучаем на школе, например, да. Это все М. способствует, все в комплексе развитию яснопонимания, развлечению зла и добра. То есть, а если человек весь погружен в каких-то проблемах, и вдруг пришел ему кто-то, бам, и открыл, ясновидение, это ясновидение куда? Услышать кого? Естественно, Мгм. что человек услышит свои же программы и этот мир потусторонний. Мгм. Хорошо, Виктория. Это Так. эзотерический маневр для того, чтобы человека привязать снова. Давай Мгм. все чистим, знаешь, М. да. Хорошо, почистим. Пусть Владимир посмотрит его дом и участок, закроет портал, очистит. М, Да, у него там какие-то эти самые, но я слышу, ничего не значит. То есть он на своем участке, где его дом, то его энергосфера такая огромная, что как будто бы на нем держится небосвод. То Мгм. есть и все эти происки этих колдунов, они вообще не имеют никакого значения, потому что когда в человеке нет зацепки, то карму получает этот колдун просто моментально еще тогда, когда удумает что-то делать. Мгм. Эм, Когда человек чувствует свою силу, когда нет зацепок, а в нем сейчас нет зацепок вообще никаких. Он должен это состояние ощущать, понимать, что это факт. Вот. И пусть Мгм. сейчас приказывает все убирать, я ему передаю. Он как бы в другом пространстве совершенно сейчас своим сознанием находится. Мгм. И для него это сейчас не имеет значения. Я передаю, чтобы он очистил все его физическое пространство от насильников, магов, колдунов, восстановил коны целостности, гармонии, славы, богатства, здоровья, счастья. Мгм. Мгм. Так, пусть он призовет его все частички души, потенциал, энергии со всех мест, где он оставил, со всех мощей, его останков, мест, где они хранятся. Пусть полностью заберет все, что принадлежит ему, очистит и поднимается вверх. Он это делает. Мгм. Хорошо. Спасибо, Владимир. Все ли мы сделали для него на этом сеансе? Да. Мгм. Хорошо.
Тогда благодарим Владимира, прощаемся с его эфирным телом. Да. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Проверяй твое личное пространство. Да. Наполняемся жизни, любви, гармонии, света, чистоты. Да. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.